Нарцисс с висящими щеками и тяжелым взглядом. Как же на самом деле выглядел Ибрагим Паша? Почему его считали нарциссом? Что говорили о его внешности и как они подружились с Сулейманом? Ибрагим Паша был украден в 6 лет, предположительно в Греции. Его отец был простой рыбак. Мальчика продали богатой женщине, которая в свою очередь признала в Ибрагиме своего покойного сына. Вдова воспитала его и дала прекрасное образование. Кем была жена Ибрагима Паши, неизвестно. Есть куча предположений и много исторических документов. В них фигурирует и Махсине. Но, к сожалению, точно никто пока не говорит. Нет фактов, есть только предположения. Мнения историков разделились на Хатидже и Махсине. Но это уже не в этом видео. Есть две версии, как Ибрагим попал к Сулейману. Первая – это история про богатую вдову. Вторая – это взятие Ибрагима в плен Искандером при военном походе, после чего Ибрагим был подарен Сулейману. Точно неизвестно, но в случае с первой версией Ибрагим очень хорошо играл на музыкальных инструментах, что очень понравилось Сулейману. Хозяйка отпустила Ибрагима служить будущему султану, и так их дружба началась. Известно точно, что после того, как султан зашел на престол, он стал быстро возвышать Ибрагима. Но это было не спонтанным решением султана, а хорошо продуманный ход. Ибрагим боялся новых назначений, и был период, когда он хотел уехать и спасти свою семью от врагов, так как их было очень много с таким резким подъемом по карьерной лестнице. Но Сулейман дал ему обещание, что пока он жив, его никто не казнит и не обидит. Ибрагим был замечен в нарциссизме еще в Манисе у своей хозяйки. Он уже там любил ухаживать за собой и носил вещи аккуратно и опрятно. Султан поддерживал своего друга в любви к роскоши и не скупился на наряды своего паши. Послы описывали Ибрагима как надменным, холодным и безжалостным. Он легко справлялся со всеми неугодными ему людьми, без капли сожаления. Его взгляд был тяжелым, а щеки то и дело съезжали вниз, создавая в лице тяжелый грозный вид. Не могу вам сказать, был ли красив Ибрагим или нет. О внешности Ибрагима мало было написано, но вот с помощью своего влияния и богатства он мог писать портреты себя. И мы сейчас можем посмотреть, как приблизительно он мог выглядеть. Ибрагим прославился в Европе тем, что заключил много взаимовыгодных сделок. Его стали называть в Европе Ибрагим Великолепный, обыграв тот же самый эпитет, которым наградили самого султана Сулеймана. Великий визирь убедил короля Карла V отдать без боя Венгрию Османской империи. Он заключил соглашение с королем Франции Франциском I о праве благоприятной торговли с Османской империей и совместных действиях против империи Габсбургов. Но про Ибрагима как о паше практически никто не вспоминал. Он был первым пашой, чье имя вспоминалось очень редко, чем имена других пашей. Ибрагим попал в немилость султана Сулеймана. Это случилось после того, как он присвоил себе прозвище «Султан Сираскир», что означало «султан главнокомандующий». Это было оскорблением для султана Сулеймана, которое закончилось казнью великого визиря. Как опытный военачальник, Ибрагим Паша мечтал завоевать для себя Персидскую империю сефевидов. Он думал, что после окончания кампании сможет казнить шаха Тасмаспа и занять его трон. По письмам Ибрагима было понятно, что он знал о своей участи, и Сулейман давал ему возможность сбежать или убить себя самому. Но Ибрагим все эти дни провел с султаном, и его задушили. Султан очень жалел, что Ибрагим не смог оправдать его надежды. Он любил его как друга и писал ему стихи. После казни Ибрагима многие отметили, что султан изменился и стал скверным на характер и закрытым. Вот его последние стихи про своего друга. В них он излил всю свою душу, и мы можем с вами хоть чуть-чуть понять, как было больно Сулейману терять своего друга из-за предательства. «Друг, я раньше сгорал от любви к тебе понемногу, день ото дня, а теперь ты меня бросил в огонь.
более жгучий, чем лава вулкана Немрут. Единственное лекарство от этой боли – это страдание по тебе. Стрела твоего взгляда мою грудь пронзает, ко мне в сердце входит. Ненависть пьет кровь, ненависть в крови поселилась. Как мне вспомнить твой облик, друг? Как в твоих волосах укрыться? Где та ночь? Неведомо. Где ты сейчас? Не знаю. Ах, друг, зачем ты позволил судьбе свершиться? Зачем пустил судьбу за порог? Кто знает, сколько таких любящих, как я, у тебя есть. Каждый, страдая по тебе, лишь тебе исцеление находит. О, Мухиби, ищешь место, где встретиться с ним, как сокровища ищут. Но только теперь не найдешь, его больше нет, не ищи, он в твоем разбитом сердце.